Он один из самых обаятельных и обаятельно-загадочных актеров Южной Кореи. Его лицо – это эталон мягкости, его поведение – образец вежливости, а карьера – зависть для половины индустрии. Пак Богум, казалось бы, человек, от которого веет светом, к которому невозможно притраться. И тем не менее, именно он постоянный герой самых упорных и нелепых, а иногда пугающе настойчивых слухов о романах со своими коллегами по съемочной площадке. Каждый раз, когда он снимается с новой актрисой, все повторяется. Интернет разрывается от доказательств того, что они вместе. Кадры с пресс-туров разбираются по миллисекундам. Фанаты анализируют движения глаз, повороты головы, глубину наклона при поклоне. Это уже не просто интерес, это культ. И именно он нас сегодня интересует. Мы пройдемся по всем девушкам, с которыми Пак Богума якобы что-то связывало. Посмотрим, где была просто экранная химия, а где настоящая истерия. Кто-то поверил в отношения, а кто-то смеялся над слухами, а кто-то, как ни странно, пострадал от них. И все это вокруг одного человека, который до сих пор ни разу официально не подтверждал ни одного романа. Но, как говорится, если дыма много, то, возможно, кто-то просто устроил шоу с дым-машиной. И начнем мы с самого свежего. Первая в этом хороводе подозрений – IU. После возвращения Пак Богума с сериалом «Когда жизнь дарит мандарины» фанаты будто взорвались. И причина не только в том, что он снова на экране. Причина в той, кто была рядом – IU. Певица, актриса и национальное достояние по версии миллионов корейцев. Между ними с Богумом на экране возникла такая химия, что даже кислород в комнате становился лишним. Зрители заподозрили, что это не просто хорошая актерская работа. В комментариях под каждым отрывком из дорамы одно и то же. Посмотрите, как он на нее смотрит. Так не играют, так живут. Они точно вместе, никто не может так фальшиво улыбаться. И вот оно, классика жанра. Случай, когда зрители просто отказываются верить, что на экране только актерская игра. Но, как и во всех предыдущих случаях, все это только догадки. Богум и IU официально ничего не подтверждали. Ни странных фото, ни анонимных свидетелей, ни неосторожных высказываний в интервью. Ничего. Химия, безусловно, профессионализм еще какой. А отношения? Ну, если верить фактам, их там не было. Впрочем, фанатам было этого достаточно, чтобы пополнить список девушек Пак Богума еще одним именем. Хотя, если быть точным, это просто последняя из длинной цепочки. Следующая в списке Айрин из Red Velvet или Пэ Джу Хён. Также снималась в некоторых дорамах, таких как «Потомки солнца», и сыграла главную роль в фильме «Двойной бургер». В общем, история парочки старая, но до сих пор вызывает ностальгическую дрожь у фанатов. В 2015 году Пак Богум и Айрин стали ведущими музыкального шоу Music Bank. Формально просто коллеги, но каждый их выход в эфир был словно мини-дорама. Он галантный, обаятельный, с вежливой улыбкой до ушей. Она спокойная, немножко застенчивая, но явно не без симпатии. И публика мгновенно поддалась. Фанаты начали охоту за любыми проявлениями настоящих чувств. Кто-то вырезал момент, где Айрин краснеет после того, как Богум называет ее по имени. Кто-то обращал внимание на ее смех, когда показывали его видео. В общем, коллективное безумие. Особенно сильной волной слухи пошли после того, как они перестали вести шоу. Публика, как это водится, решила, что раз уж они больше не работают вместе, то, возможно, потому что между ними что-то было, или наоборот, закончилось. Теории начали плодиться быстрее, чем айдолы меняют прически. Но затем, спустя 4 года, в 2019 году Айрин появилась на телешоу, где ее напрямую спросили о тех самых слухах. И вот тут произошло нечто удивительное. Она выглядела искренне удивленной, как будто впервые слышит о такой версии событий. Мягко улыбнулась и сказала, что никаких слухов, мол, не было, и вообще все это надумано. Никаких отношений, просто хорошее рабочее взаимодействие. Хотя при этом она отметила, что Пак Богум действительно воспитанный и приятный человек. Это заявление должно было поставить точку, но в случае с Богумом это работает странно.
Иногда отрицание – только дополнительное топливо для фанатских домыслов. Люди начали писать, что так обычно и говорят, когда скрывают что-то настоящее. Потому что поверить в то, что между ними двумя ничего не было, это, видимо, выше человеческих возможностей. С другой стороны, если бы каждый человек, с кем у тебя хорошая химия на работе, становился твоим романтическим партнером, пришлось бы срочно пересматривать структуру офисов. Переходим к более драматичной главе. Чан Нара. Думаю, данная актриса с огромным количеством работ не нуждается в представлении. И история этой парочки уже не просто о сплетнях, тут была настоящая медиа-истерия. Кольца, свадьбы, хейт, возрастной шейминг, в общем, полный набор. Все началось в 2015 году, когда Пак Ба Гом снялся в дораме «Привет, монстр». Его партнершей по съемочной площадке была Чан Нара, актриса с большим стажем и преданной фан-базой. Сериал зашел зрителям, а между главными героями заметили ту самую злополучную химию. И как это водится, зрители начали искать подтверждение вне экрана. Ни интервью, ни прогулок под ручку не понадобилось. Хватило одного кольца. В 2016 году на фан-сайн-ивенте в поддержку дорамы «Ответ 1988» Ба Гом появился с кольцом на пальце. Все. Этого оказалось достаточно, чтобы выстроить теорию, он встречается с Нара. Потому что кто еще может подарить кольцо такому золотому мальчику? Разумеется, та, с кем он играл в дораме год назад. Логика железная. Ба Гом быстро отреагировал и назвал слухи бессмысленными, сказав, что вся эта шумиха лишь делает общение с коллегой неловкими. Но спасибо, говорит, за внимание, такая уж доля публичного человека. Вроде бы точка поставлена, да? Нет. Настоящий шквал пошел позже, летом 2017 года. Южнокорейские СМИ сообщили, что Пак Ба Гома и Чан Нара видели вместе на Чхондамдон улице Вендинг, улице, где сосредоточены бутики для пар, готовящихся к свадьбе. Это, конечно, звучало как финальный вброс фанатской фантазии. Они не просто встречаются, они женятся, понеслось по форумам. Реакция была бурной и, мягко говоря, не самой дружелюбной. Кто-то радовался, но многие начали атаковать Нару. Основной претензией стал ее возраст. Она старше Ба Гома на 12 лет. И этого хватило, чтобы сеть заполонилась гадостями, обвинениями, откровенным шеймингом. Настолько, что актриса, не выдержав, опубликовала в Инстаграм открытое письмо. В нем она заявила, что вообще не встречается с Ба Гомом, не видела его, не знает, о какой улице идет речь. Все выдумка. И добавила то, что из этого всего сделали предмет для травли, особенно на фоне ее возраста и внешности. Просто недопустимо. Позже она удалила пост, но месседж был услышан. Часть фанатов действительно встала на защиту актрисы, назвав всю ситуацию абсурдом и нелепым маразмом. Некоторые даже признались, что спарринг этих двоих с самого начала казался натянутым. И после этого слухи затихли. Официально конец истории, но осадочек остался. Особенно для Чан Нара, которой досталось гораздо больше, чем того заслуживали даже самые дикие теории. Следующая история – одна из самых популярных фанатских фантазий. Пак Ба Гом и Ким Ю Джон. Думаю, ее тоже все знают. Между парочкой, кажется, произошел типичный случай. Слишком хорошо играли, чтобы это было просто игрой. В 2016 году вышла дорама «Любовь в лунном свете». Красивая, сказочная, пропитанная романтикой история, в которой Ба Гом и Ю Джон исполнили главные роли. С первых серий зрители начали подозревать, что между ними что-то происходит и за кадром. Их поведение на интервью, совместные фотосессии, мимика, взгляды – все казалось слишком настоящим, чтобы не было личной подоплеки. Фанаты буквально накинулись на каждый фрагмент. Вот он ее приобнял, вот она на него посмотрела особенно долго. И вот вишенка на этом торте, спустя некоторое время, они были замечены вместе на отдыхе в Филиппинах. Сначала в аэропорту, а потом и в отеле. Для фанатской логики это было прямым доказательством романтической поездки. Казалось, пазл наконец-таки сложился. А потом выяснилось, что это был коллективный выезд всей съемочной группы, устроенный в честь успеха дорамы. Да, они были вместе, но
и с ними были еще несколько человек, включая менеджеров и других актеров. Тем не менее, слухи не угасли. Тогда уже сама Ким Ю Джон решила поставить точку. В интервью она рассказала, что даже ее мама и сестра начали спрашивать, встречается ли она с Пак Богомом. Вот настолько убедительной казалась их экранная пара. Она объяснила: «Я влюбилась в персонажа Богома, а не в него самого. Да, он вежливый, внимательный, заботится обо всех на съемках, но романтики между нами не было. Все, точка». На удивление, это сработало. Слухи довольно быстро сошли на нет, возможно, потому что сказано это было спокойно, честно, без обтекаемых формулировок, а возможно, потому что фандом уже переключился на новую пару. Но факт остается фактом, даже здесь, где казалось все сходится, оказалось, что просто две харизматичные молодые звезды отлично делают свою работу. Следующий эпизод короткий, но, как и все в этом списке, не лишен щепотки драмы и фанатской паранойи. На этот раз объектом спекуляций стала Юна из Girls' Generation, последний из дорам «Король Земли». В 2018 году Пак Богом появился на одном из шоу. Уютной, почти домашней передаче, где знаменитости помогают вести гостевой дом на острове Чеджу. Среди ведущих была Юна. И, разумеется, стоило этим двоим оказаться в одном кадре, как зрители снова активизировались. Фанаты начали внимательно следить за их поведением, особенно за тем, как смотрит Богом. Якобы он улыбается только когда видит Юну. Он даже из другого конца комнаты не сводит с нее глаз. Этот влюбленный взгляд не перепутаешь. Таковы были заголовки и комментарии. Люди всерьез начали убеждать себя, что между ними завязался роман. Но на этом все и закончилось. Ни фото со свиданий, ни словечек в интервью, ни совместных проектов после. Ничего, что хоть как-то подтверждало бы эти домыслы. Просто еще один случай, когда мимолетная улыбка и кадр с хорошим освещением запускают маховик интернет-дедукции. Со временем и эта история тихо испарилась, даже особо упорые фанаты перестали о ней вспоминать. Вероятно, потому что в ней не было ни драмы, ни громких опровержений, ни обиженных сторон. Просто двое симпатичных, вежливых людей попали в кадры вместе, и все. Но надо признать, что даже в таких безобидных случаях Богому не удается избежать лишнего внимания. Когда ты обаяшка, который хорошо смотрится с любой женщиной, это по сути проклятие. Теперь переходим к, пожалуй, самой странной, скандальной и абсолютно безумной истории из всех. Той, в которой Пак Богома умудрились вплести в чужой развод. Да, речь идет о Сон Хи Гё и ее тогдашнем муже Сон Джу Ки. Думаю, эта нашумевшая актерская парочка тоже всем известна, хотя бы по совместной работе «Потомки солнца». На первый взгляд все выглядело достаточно мирно. В 2018 году Пак Богом и Сон Хи Гё вместе снимались в дораме «Бойфренд». Романтический сюжет, красивая картинка, актеры, оба опытные, харизматичные, умеют держать внимание зрителя. И они, надо признать, с этим справились. Химия между ними была, и зрители это заметили, но тут начинается настоящее безумие. В 2019 году страна узнает о неожиданном разводе Сон Хи Гё и Сон Джу Ки. Без подробностей, без объяснений, просто все, конец. А теперь угадайте, кто внезапно оказался в центре общественного внимания. Правильно, Пак Богом. Интернет начал сыпать подозрениями. Он же снимался с ней недавно. Он был слишком мил с ней на пресс-конференции. Он вообще виделся с ней чаще, чем с кем-либо. Логика была на уровне «у него есть глаза, значит он виноват». Самое дикое, что люди всерьез утверждали, что Пак Богом стал причиной развода. В этой версии он не просто актер-партнер, а чуть ли не третий участник брака. Интернет начал крутить домыслы, склеивать скриншоты, сравнивать выражения лиц. Кто-то даже устроил охоту на жесты. Вот тут он слишком внимательно слушает, как она говорит. Пак Богом в той ситуации не стал молчать. Через агентство он выпустил официальное заявление: все обвинения – полная чушь, слухи безосновательны. Из-за распространения таких домыслов он оставляет за собой право подать в суд. Его заявление было жестким, холодным и абсолютно внятным. Даже Сон Джу Ки, по сообщениям СМИ, был в шоке от того, насколько далеко зашла фантазия публики. Но, как и часто бывает с громкими разводами, истина осталась за кадром. Почему на самом деле расстались Хи Гё и Джун Ки, не знает никто.
Но то, что имя Багома всплыло в той истории, показатель одного. В какой-то момент его репутация слишком идеального сыграла против него. Люди не просто хотели, чтобы он с кем-то встречался, они, похоже, готовы насильно вписать его в любую драму, даже если он вообще ни при чем. И вот мы подходим к самой свежей и, на удивление, самой предсказуемой истории. На этот раз в центре внимания Сьюзи. Думаю, тоже ее многие знают хотя бы по дораме «Пока ты спишь» с Ли Чон Соком. Так вот, девушка, которая уже давно считается одной из королев корейского шоу-бизнеса и которая, как и Пак Багум, умеет выглядеть настолько естественно в кадре, что зрители начинают сомневаться, а это точно игра? В 2024 году вышел фильм «Страна чудес», где Багум и Сьюзи впервые сыграли вместе. Хотя до этого они уже не раз пересекались на мероприятиях и проектах, но именно этот фильм стал их первым полноценным актерским сотрудничеством. И, конечно, как только они начали появляться вместе на промо-мероприятиях, все пошло по знакомому сценарию. Общие фото, взгляды, чуть дольше положенные объятия, сдержанные, но теплые реплики друг о друге, а потом клип, который стал вирусным. В нем Сьюзи, не стесняясь камер, облокачивается на плечо Пак Багома. Казалось бы, просто момент на сцене. Но для фанатов это не просто, это знак. Началась волна обсуждений, ролик разошелся по соцсетям, и теория о новой парочке заполонила комментарии. Но на этот раз и Багом, и Сьюзи не стали тянуть. Багом заявил, что они действительно стали ближе во время съемок, потому что до этого у них почти не было возможности пообщаться, но при этом четко дал понять, между ними только дружба. Более того, он признался, что теперь, после этих слухов, даже опасаются, что им будет неловко работать вместе в будущем. Сьюзи тоже не стала юлить, она назвала слухи лишь отражением хорошей экранной химии. По ее словам, если публика поверила в их пару, значит они действительно хорошо справились со своей задачей, как актеры. Но романтики в этом не было. И вот тут, пожалуй, стоит признать, эта история, как и все предыдущие, развивается по одному и тому же шаблону. Есть Пак Багом, есть актриса, есть успех проекта, и дальше не имеет значения, был ли поцелуй в кадре или просто добрая шутка на съемках. Интернет обязательно устроит парад теорий, потому что у Пак Багома есть одна особенность. Он умеет выглядеть влюбленным, даже когда он просто выполняет свою работу. Теперь, когда мы прошли через весь список слухов, интриг, домыслов и вирусных роликов, пора задать главный вопрос. А была ли девушка? На момент выхода последних новостей Пак Багом не подтвердил ни одних отношений. Ни одного «да, мы встречались», ни одной фотографии с папарацци, где он держит кого-то за руку в полумраке ресторана, ни одного случайного признания в интервью. Все, что мы имеем, это череда слухов, в которых больше общественной проекции, чем фактов. Можно ли всерьез поверить, что человек, который с юности находится под прицелом камер, который снялся в десятках проектов с самыми красивыми и харизматичными актрисами Кореи, за все это время ни разу ни с кем не встречался? Теоретически да, практически нет. Есть два варианта. Либо он действительно одинок, либо он просто чертовски хорош в том, чтобы все тщательно скрывать. Но кое-что он все-таки рассказывал. В одном из интервью Багом поделился, какой он видит свою идеальную девушку. По его словам, она должна быть доброй, с искренней улыбкой, заботливой и, внимание, умеющей хорошо готовить. Также он говорил, что ему нравятся девушки с короткими волосами и схожими с ним ценностями. Вполне скромный запрос, особенно по сравнению с тем, что обычно озвучивают звезды его уровня. И самое интересное, Багом не скрывает, что хочет семью. Он не тот тип актера, который говорит «моя карьера – мой главный приоритет». Напротив, в разные годы он открыто говорил о браке, добавляя, что он мечтает о тихой свадьбе без шума, камер и фанфар, только для самых близких. И вот тут возникает ирония. Человек, который стал объектом десятков романсов в воображении публики, сам, похоже, мечтает о чем-то совершенно простом и тихом. Без скандалов, без заголовков, без разбора кадров в интернете. Просто любовь без всей этой медийной шумихи. Возможно, именно поэтому все настоящие отношения Пак Багома, если они и были или есть, остались скрытыми.
Mm-hmm.